Всем привет, друзья! Сегодня мы будем делать нож из необычного материала. Это будут рыболовные крючки. Насколько мне известно, в прошлом я немножко увлекался рыбалкой. Крючки делают из очень хорошей, качественной стали. Они ломаются, поэтому я думаю, что это какая-то углеродистая сталь типа У-10. И еще они покрыты то ли никелем, то ли хромом. Ну, в общем, они с нержавеющим покрытием. Я думаю, из этого что-то интересное получится. Варить мы будем сухой контейнерной сваркой. Ну, как, впрочем, я всегда это делаю. Это один из моих любимых способов. Ну что, приступим. Чтобы наши крючки не сварились с контейнером, в качестве разделителя я использую канцелярский штрих-корректор. Насколько я знаю, он содержит в себе оксид титана или что-то в этом роде, и благодаря этому сварка не происходит между контейнером и содержимым, и мы можем спокойно отделить одно от другого. Сейчас я вот так вот это все дело смажу, промажу. Главное не пропустить никаких участков. Создание ножей — это своего рода кулинария. Чтобы не пригорело, нужно смазать. Ну все, в принципе готово. Теперь мы дождемся, пока это дело высохнет. Засыпем туда наши крючки, заглушим крышечкой. В крышечке сделаем отверстие, пшикнем туда какой-нибудь углеводород, но в нашем случае это будет ВДшка, и в горн. Ну все, корректор высох, я изготовил крышку, замазал ее также корректором. Теперь засыпаем крючки. Сейчас опять все пальцы поколю. Друзья, не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И, кстати, приглашаю вас посмотреть видео о ковке танта. Ссылочка будет сверху и в описании. Вот что получилось. Ошибка моя была в том, что контейнер был больше, чем было количество иголок, то есть оставалась пустота, и во время ковки возникли деформации. Вот получились два собачьих носа, возникли деформации, и контейнер заковало вовнутрь. Но обмазка очень хорошо дает эффект того, что ничего не прилипло. Мы аккуратненько все разрезали, и вот единственное, зубилом пару вот этих вот пришлось срезать. Остальные болгаркой разрезали, и легко все отошло. Ну, поскольку заготовка наша сейчас похожа не пойми на что, ее нужно проковать с бурой. И, возможно, даже сделать несколько слоев. Посмотрим, если металла не хватит, есть старый добрый способ установить наши крючки на лезвие, а на тело клинка или на обух пустить что-то мягкое, и наш клинок будет еще лучше.
В общем, отковал я заготовку, придал ей форму полосы, разрезал пополам, посмотреть, во-первых, есть ли у нас какие-то непровары, как там внутри все получилось. В принципе, сварилось все достаточно хорошо. По краям были немножечко поры. Я сейчас вот сложу пакет из 2 половинок и прокую еще раз. Тем самым мы все это дело заварим.
Если вы не знаете, чем отапливать свою мастерскую или гараж, а может быть дом, или газ провести очень дорого, или может быть вам надоело постоянно колоть и заготавливать дрова, убирать золу или таскать дорогой тяжелый уголь, у меня есть отличное решение. Это котлы и печи компании «Волга-Печь» на отработанном масле. У нас как раз мастерская отапливается именно таким котлом. Печи абсолютно безопасны и оснащены датчиками защиты. Чтобы растопить печь, достаточно зажечь огонь в чаше и нажать одну кнопку. И теплом вы обеспечены. Расход у печи достаточно маленький. Пойдемте на улицу и посмотрим, дымит ли она или нет. Ссылочка на производителя и на полный обзор данного котла будет в описании и в закрепленном комментарии под видео. А чем вы отапливаетесь? Благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось, поставьте лайки и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Всем пока и до новых встреч!